Как я уже говорил, меня зовут Владимир, я журналист. Мы делаем интервью с российскими пленными. Это интервью под записью для публикации. Вы не против пообщаться? Нет, не против. Не против. Тогда представьтесь, как зовут вас, число, месяц, год рождения, откуда вы? Курносов Константин Васильевич, 15 августа 1994 года рождения. Откуда вы? Родом город Магадан, служу в городе Рязани. Угу. А где служили? Какая часть, звание, должность? Войсковая часть 41450, старший лейтенант, командир взвода. Какого числа вы зашли в Украину? 24 февраля. О, вы с самого начала? Да. Как давно вы в плену? С 8 сентября. С 8 сентября. Довольно долго повоевали. Когда вы шли в Украину, вам что сказали? Куда вы идете? Задача была у нас войти в город Киев, взять под контроль здание гауптвахты. Почему гауптвахта? Но потому что там находится караул, это единственное, одно из подразделений, которые находятся в постоянной боевой готовности. Вам сказали адрес? Примерные координаты. Примерные координаты это где? Точку стояния на GPS. У вас был GPS с собой? Да. И вы конкретно шли по GPS в Киев? Маршрут примерный знали. Вел-то командир батальона нас. Понятно. А сколько рот было в батальоне в этом вашем? 3. 3 роты. Это какая численность общая? БТГР где-то 450 человек. 450 человек. А какая техника? БМД-4, КАМАЗы, БМД, БТРД и МДМки. Угу. А артиллерии не было? 2С9 орудия, это дивизион. Мы просто гражданские люди, мы не очень понимаем. 2С9 это что? 120-миллиметровое орудие. Угу. Угу. Да, и получается, всему личному составу было доведено, что вы идете на Киев? Да. Видите, вот у нас просто очень часто было такое, что вначале нам говорили, что никто ничего не знал. На учения, говорят, ехали. Первоначально мы все ехали на учения, это так и было. Мы в Беларуси проводили учения «Союзная решимость». Да. Так они назывались. Но часть большая говорит, что так и ничего и не знали, в общем-то. Не знаю, боевую задачу поставили 23 числа еще. Вы доводили до личного состава? Да. Вы командир взвода, правильно? Да. Угу. Над вами еще командир роты и комбат. Да. Понял. Понятно. И дальше, откуда вы зашли, куда вы зашли и что дальше происходило? Мы зашли с территории Республики Беларусь. Через Чернобыльский район и доехали до Гостомеля. Аж до Гостомеля вы доехали. А сопротивления до Гостомеля вы не встречали? Нет. Никаких не было боевых действий, ничего. То есть это получается 25 числа вы уже были в Гостомеле? Да. Угу. И что там происходило? Там нас уже начали встречать. Встречать? С караваем, хлебом, солью? Нет, минометным огнем. Минометным огнем. Угу. И что? Можно как-то немножко более жизненнее описать, что происходило? Мы встали в поле и ждали какое-то уточнение каких-то задач. И по нам работал миномет. А вы что делали? Стояли просто в поле. Подождите, у вас куча орудий, всего, вы что, никуда-нибудь не стреляли? Нет. Просто стояли в поле? Да. А между вами были какие-то разговоры о том вообще, что происходит, и что будет происходить, какие цели и так далее? Были ли какие-то вопросы от вас, как от командира взвода, вышестоящему руководству? Я задавал вопросы, что дальше мы должны были доехать до Киева, но не доехали. Я задал вопрос, как дальше, что дальше. Говорит, все будет, все доедем. Все доедем? Да. А вы лично как себе это представляли, взять и доехать до Киева?
Ну, я представление, ну, как бы, ну, может, ну, доедем, заедем, возьмем под контроль. Ну, Никто не будет сопротивляться, ничего не будет происходить? ну, как говорили, что да, не будет сопротивления И никакого. об этом вам говорили? Да. А в каких формах, просто интересно? Ну, как типа сказали, что будут все заняты, скорее всего, на Луганском и Донецком направлении. Мгм. Вот. Соответственно, здесь сопротивления не будет. Мгм. Такой хитрый план. Все заняты украинцы на Луганском, Донецком, например, вы спокойненько заходите, берете Киев. Что-то пошло не так. Да. Что? Ну, и начали встречать нас. Ну, если можно, по хронологии. Ну, вы же довольно долго провоевали. Ну, нас встретили в Гостомеле, мы потом переехали за аэродром, за Гостомель, стояли там. Угу. Вот. Потом мы двинулись на Микуличи. С Микуличи через Ирпень пытались зайти в Киев. Там тоже не получилось у нас. А с местными жителями общались? Нет. Угу. А что ели? Сухпайки и горячую пищу. У вас достаточно было сухпайков и пищи? Да. Вам подвозили ее как-то? Да. Угу. То есть с местными вы не контактировали вообще? Ну, удивительно, просто есть множество данных о том, что как раз из тех регионов, именно тогда, когда вот вы там были, я не говорю лично вы, вообще Да, российская, я понял. Войска. очень много людей вывезли из тех регионов в российский плен. При том, что вывозили без разбору всех подряд. Увидели у человека бушлат какой-то лежит, а он там какой-то пенсионер, бывший там МЧСник, например. У него бушлат камуфлированный, его взяли, вывезли. Я о таком не слышал. Очень много обысков квартир было в тех местах. Людей спускали в подвалы силой. О таком вы тоже не слышали? Ну, местные жители, когда пытались выйти куда-то, ну, это, мы говорили, спрячьтесь лучше в подвале. И все. Спрячьтесь лучше в подвале, Да. то есть это так по-хорошему, да, было? Ну, я просто один раз видел мирных жителей в Ирпене. Мгм. Вот. Они сами в подвал бежали. И все. Дело в том, что оттуда пытались многие люди убежать, выехать. Были обстрелы мирных машин на блокпостах, на дорогах, не выпускали, обыски автомобилей. О таком вы тоже не слышали? Ну, слышал, и на некоторых блокпостах я видел и расстрелянные машины, но свидетелем обстрела, ну... Я понял, лично вы не были. Ну, это нормально, это понятно. У нас уже 500 интервью, как-никак немалое число, и, в общем-то, каждый наш респондент что-то слышал или не слышал, но лично сам, конечно же, ни в чем участия не принимал. Тут такое, понятно. Свежо предание, как говорится. Ну, чтобы не было иллюзий, да, что вот мы сидим и как бы вот прям верим, что каждый человек, который нам вот это вот все рассказывает, вот он ни к чему не причастен. Но я повторяю еще раз, что у нас беседа абсолютно свободная. На вас она никак не повлияет, то есть в любом случае вас там когда должны обменять, тогда вас обменяют, то есть ну, никак. Вы можете спокойно говорить, рассказывать все, что вы хотите. Что не хотите, можете не рассказывать. Можете аргументировать, можете контраргументировать. Нам интересно общее, хотя бы общие данные, которые происходили. Вот, к примеру, вы говорите, отошли туда за Гостомель, да? Да. Все, ничего интересного не происходило за это время. Просто передвигались и передвигались. Мы передвигались, в основном пытались, ну, зайти в город и, соответственно, получали отпор. Ну, Мгм. и все, как бы, на этом, Жертвы были среди ваших? конечно, были. Как много? Но на момент 8 сентября я знаю, что 72 погибших за пол. 72 погибших всего лишь. Ну, это не так много, по идее. А полк, вот это вот, то, что вы изначально сказали, 450 человек. 41 450, да. Войсковая часть. Нет, 41 450 это номер войсковой части, Где? а общая численность Ну, полк Ваши. больше, чем батальон. больше. Ну, сколько? Это 1000 человек? Ну, чуть побольше, да, там 1000. Более 1000. То есть из более 1000 человек погибло всего лишь 71. Да. Ну, это не так много, по идее. Я не знаю, конечно. Как для кого.
Вот, а куда девали тела погибших? Увозили на границу. Обратно на границу, да, увозили? А с 300-ми что было? Тоже увозили, эвакуировали. Тоже увозили, эвакуировали. Понятно. Ну, пытались вы войти, получали отпор дальше. Ну, дальше 28 марта мы вышли с территории Киевской области обратно в Белоруссию. Почему вы вышли из территории Киевской области? Ну, это был приказ министра обороны. Приказ министра обороны. Отходить. А как вы для себя объясняете в таком случае цель захода и цель выхода? Ну, как я предполагаю, это был еще такой как бы отвлекающий маневр, то чтобы с Луганского и Донецкого направления оттянуть как бы немножко войск на защиту Киева. Мгм. Ну, на Киев же шли не только же с нашей стороны, еще со стороны Сум, Конечно. вот, Чернигова, да, Чернигова, Харькова. Харьковской области, да. Это все было, мне кажется, больше для отвлекающий как бы маневр. Проблема в том, что большая часть Луганской и Донецкой области, она и так, в принципе, находилась де-факто под контролем России все это время. Ну, большая, да, часть находилась Да. под контролем. Зачем же оттуда отвлекать кого-то, если там фактически все стоит, ничего так толком не происходит, а происходит как раз по тем направлениям, о которых вы сказали. Сумская, Черниговская, Киевская, Харьковская. Вот по этим направлениям основное действие происходит. Сейчас Херсонская еще забыл сказать. Запорожская. ну, Херсонская, Запорожская, Николаевская области. Это мое мнение, это просто отрезать море. Угу. Так, понял. И в совокупности, в общем-то, какая цель была России? Ну, общая цель была типа делимитаризация вообще Украины. Угу. Вот. Ну, а если отбросить эти довольно нелепые слова, и подумать, какая была цель? Ну, больше, наверное, море отрезать, наверное, от Украины. Скажите, может ли быть захват гауптвахты в Киеве одним из методов отрезания моря? Ну, здесь можно еще и с другой стороны посмотреть политический ход. Это смена власти на Украине. Так. Сделать ее пророссийской. Так. Так все-таки отрезать от моря или изменить власть в Украине, сделать ее такой, какой считает нужным для себя Россия? Ну, скорее всего, второй вариант. Сменить власть в Киеве и, соответственно, в стране. Так а тут уже фактически до захвата Украины полшага. Спрашивается, если ты уже можешь изменить власть в Украине, поставить такую, как тебе надо, почему бы ее уже просто не взять и не признать вообще просто своей территорией? Для меня это вопрос сложный. И, в политическом плане я не очень. И я тоже не очень. Я просто имею в виду, похоже ли все то, что происходило в самом начале этого вторжения, на попытку захватить Украину просто? Ну, можно сказать, да, похоже. Без всяких хитрых формулировок. На захват, да, территории именно. Ну, понятно. А скажите, а вы оккупант? Себя я не считаю оккупантом, я просто выполнял как бы приказ, который... Понял. Кто такой оккупант вообще? Это захватчик. Синоним, да, а еще шире. Что он делает, оккупант? Или захватчик? Что он делает? Захватывать территорию чужого государства. Да. Украина независимое государство? Да. От России, в Да. том числе.
Вы были в составе российской армии в Украине? Да. Вы были в составе российской армии в независимом государстве, территорию которого вы пытались захватить? Да. Вы оккупант? Ну, так получается, что да. Нет, получается, это нечто от вас независящее. Это что-то такое, что, ну, знаете, вот мы вышли на улицу, раз дождь, о, получается дождь. Или снег. Понимаете, оно вот получается. Мы в этом участия не принимаем никакого. А здесь вы конкретно едете в составе БТГР, причем еще и офицер, командир взвода. Ну, мы выполняли приказ, поэтому... Да, понятно, ну, нацисты во Вторую мировую тоже выполняли приказ. Они же от этого не перестали быть оккупантами, захватчиками и нацистами как таковыми. Или я не так что говорю? Ну, так, всё правильно. Ну, а чем ваши действия в таком случае вот российской армии отличаются от их действий во Вторую мировую? Ничем, наверное. Да, принципиально действительно ничем. Ну, вторглись, да, на территорию чужого государства, но, опять же, это все было приказ свыше, поэтому люди и шли, Да. выполняли приказ. Да, я понимаю, что приказ, слушай, да с этим никто не спорит. Ну, это как белое-белое, знаете, приказ сверху. Ну, у нацистов тоже был приказ, у фюрера, они тоже его там обожествляли. И был Геббельс и пропаганда, которая рассказывала о величии арийской расы и так далее. И то, что убивать евреев за то, что они евреи, это в принципе нормально. Вот. Точно так же, как убивать украинцев просто за то, что они украинцы, это тоже оказывается вполне нормальная история. Приказ на убитие именно гражданского населения или там прям ну, какое-то ожесточение, ну, не было такого. Конечно, нет. Прямых приказов таких, наверное, не было. Но при этом зафиксированы факты. Кстати, там, где вы стояли. Вот Буча, Ирпень, те все районы, множество захоронений зафиксировано, подтверждено. После того, как оттуда выходили российские военные, закопаны люди после расстрела. Некоторые изнасилованы, у некоторых отрезаны некоторые части тела. Некоторые застреляны в затылок. Женщины, дети, мужчины. То есть здесь не так уж важно, был прямой приказ на это или не было. Важен факт, что это было, что это происходило. Я не знаю, почему это происходило. Может, они нажирались, может, это делали какие-то отдельные люди, а все остальные российские солдаты это хорошие ребята. Я не знаю. Факт того, что это происходило. Ну, факт есть факт, но я согласен с этим. То же самое Изюм, Харьковская область. Вот, освободили от российской армии этот Изюм. Зашли, и там тоже эксгумации проводятся, и множество таких вот захоронений. Некоторые даже россияне снимали нас на телефон видео, как они трупы сбрасывают в ямы. Ну и эти телефоны понаходили, и видео эти, соответственно, тоже понаходили. Правда, на российском телевидении это пытаются подать, что это мы якобы делаем. Ну, нет. Это видео, которое снимали как раз российские военные. Ну, просто потому, что пока вас здесь не было, у нас никто ничего подобного не делал. Вот. Поэтому, да, конечно, обоснования разные. Там, например, Дансинг был исконно немецкой территорией, и немцев все провоцировали. Французы, англичане, поляки вообще, сколько можно. Они все хотели решить мирным путем. Это речь Гитлера. Он все это говорил. Но вот не получилось. Речь Путина берете, и она точно такая же. Там защищают русскоязычных каких-то. Скажите, пожалуйста, если он защищает русскоязычных так сильно, почему обстреливается русскоязычный Харьков на протяжении вот почти уже 9 месяцев? С этим вопросом я тоже задавался этим вопросом, зачем обстреливать именно город и гражданскую инфраструктуру. Вот. Я пока не могу дать какой-то вот аргументирующий ответ. Вот. Зачем и для чего. Вот. А вы знали о том, что идут обстрелы гражданской инфраструктуры городов?
до вот попадания в плен я вот не знал, что именно вот по Харьковскому, ну, по городам, вот именно по городам большим идет, ну, ведется обстрел. Поскольку мы, ну, постоянно в лесах стоим. Ну, Ну, понятно, да, вы были своего рода отрезаны, возможно, от подобной информации. И все же, ну, если не брать приказ, вот если не брать приказ, а брать чисто вот моральную сторону, да, как вы понимали свою задачу, как человек? ну, вопрос такой. Тяжелый, возможно. Да, тяжелый вопрос. Я имею в виду, может быть, какие-то ваши чисто человеческие переживания в этот момент. Они были или не было их? Или если они были, с чем они были связаны? Знаете, как Ну, переживаний, наверное, таких-то не было сильных, потому что когда, ну, мы заходили, то сказали, ну, все, сейчас неделю побудем там и уедем. Вот, как бы, ну, таких переживаний-то не было. Потом уже, да, когда на Харьковское направление мы уже заходили, уже было, ну, зачем, для чего. О, то есть вы вышли из-под Киева обратно в Беларусь, Да, вас выпустили. да. Еще раз, когда это было? 28 марта. 28 марта. Не обстреливали вас при выходе, вы спокойно вышли, никаких потерь не было при выходе? Мы спокойно вышли, да. Спокойно вышли. И потом вы, получается, проделали какой-то путь по Беларуси и зашли уже с Харьковского направления. Так, и вот вы заходите с Харьковского направления. Опять-таки, в составе чего, сколько вас? Вот. Ну, также в составе БТГР мы заходим. Тот же БТГР. Вы не задаетесь вопросом, зачем вам теперь в Харьков? Ну, мы задавали этот вопрос, зачем мы заходим. Ну, говорили, что надо. Надо освободить, типа, Луганскую, Донецкую республику, вот здесь вот Прекрасно. обхватить Краматорск, Славянск. Так Харьков здесь при чем? Ну, чтобы с северной стороны зайти на Краматорск, Славянск. Вы не находите, что это немного глупо? Ну, даже с чисто тактической точки зрения. Когда вы можете проехать свободно по давно оккупированным вами же территориям, в любой из этих городов, вы хотите пройти через города и населенные пункты, которые находятся под контролем ВСУ. Ну, с тактической зрения нет, не глупо зайти с северной стороны, когда еще поджимают с восточной стороны. Да, но там же ВСУ стоит. Там же наши бойцы, ну, наша армия стоит. Ну, смотрите, я просто, может, что не так говорю. Ну, вот у вас есть Славянск, да? Куда вы хотите попасть, да? Вот отсюда вы заходите и просто становитесь в Славянск. Все. А здесь, вот здесь, вооруженные силы Украины, здесь война, смерти. А вам нужно просто сюда. Зачем же вам идти через всю эту войну, если вам нужно сюда? Но Славянск, Краматорск тогда был под контролем Украины. Да, но к нему было гораздо ближе со стороны оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Ну ладно, я не военный стратег, не тактик, я чисто просто этого логически не понимаю. Я тоже не стратег, тактически это было, в принципе, ну, неплохо. Ну, выглядело неплохо. Не, ну в принципе оно изначально выглядело неплохо. Возьми Киев, да и все. Да. Ну, неплохо же. Ну, получается, взяли Киев, поставили власть такую, как надо, в общем, захватили все. Путин вышел, рассказал о том, что он провел демилитаризацию и денацификацию, о которых вы говорили. Вы прошли красным парадом на Хрещатике, вам всем раздали медали, аксельбанты, береты, станцевали тут балалайка, медведь, водка, матрешка и все. Вообще все прекрасно. Ну так? Ну, грубо говоря, это выглядело бы вот так вот, да. Ну, как есть нам как. описали.
А вам говорили, да, что так примерно и будет? Ну, насчет парада это я не слышал такой. Ну, то, что просто По-любому. Ну, вы- посидеть 7 дней и все, пожалуйста, домой. Да. Но план ну, не сработал, очевидно. Потому что не только вы ушли из Киевской области, но и в тот момент уже начали уходить из других областей. Из Сумской области уже начали подтеснять тогда и выходить. И из Киевской области полностью уже. Из Черниговской области уже тоже вас начали теснить. Тоже уже начали выходить. И тут логично очень зайти с Харьковской. Хотя со стороны Харьковской вы, в принципе, тоже уже пытались зайти к тому времени. Я просто не так хорошо ориентируюсь полностью по всей географии боевых действий в привязке ко времени, да, чтобы об этом говорить. Ну хорошо, заходите вы с Харьковской. Дальше. С Харьковской мы постояли там, получается, 8 апреля зашли, и уже 3 мая мы с Харьковской направления вышли на 4 мая. Мы вышли уже на Луганское направление. Так, и дальше что происходило? Ну, Просто вышли, ничего не происходило, никто не стрелял, ничего не было вообще. Ну, мы в основном перемещались, вот. И были, я так понимаю, в резерве командующего именно направления. Вот. Угу. А потом уже сменили на Луганское направление, то есть Попасная, Дружба, Владимировка. Это уже, да, здесь уже мы попадали прям под обстрелы, под такие прям мощные. Да. Вот, Потери были? были. Как много? Ну, в роте у нас тогда погибло, ну, за Луганск, например, 2 человека у нас погибло в роте. За батальон точно, ну, не знаю, сколько там было. Ну, так это опять-таки немного. А куда девали погибших? Увозили на... Ну, Была еще возможность, да, да, вывозить? мы вывозили. Угу. Так, ну и дальше. Вот. Мы взяли Дружбу, Владимировку, ну, под контроль. Вот. И с минимальными боями, конечно, было, но больше мы попадали под артобстрел, вот, как минометов, как градов. Угу. И там на протяжении 1,5 месяца мы стояли просто в обороне. Так. Вот. Потом уже вышли до Алчевска, там переформировались штурмовые отряды и нас закинули на Бахмутское направление. Так. С Бахмутского направления мы уже были перекинуты опять под Шевченко, тактическим десантом нас высадили. И там 8 А как это тактическим десантом? Как это происходит? Тактический десант – это беспарашютный способ. Ну, то есть Без вертолет... парашюта прыгать? Нет, без. Вертолет приземлился, и мы вышли. А, понял. Угу. Вертолетами вас перевезли. Как много вас туда перевезли? Получается? Наш отряд около 100 человек. Около 100 человек. Угу. И дальше что происходило? Ну, дальше мы в Шевченко должны были занять какой-то рубеж. Вот. Ну, так как началось уже контрнаступление ВСУ в сентябре месяце, вот, мы начали тоже отходить с 11-м армейским корпусом. Вот. И да, это 6 сентября было. 7-го мы встали в Грушевке возле блокпоста в оборону. Угу. Вот. Там пошло наступление ВСУ, ну, чуть-чуть его отбили. Ну, понятно, что будет сейчас артподготовка по нашим позициям. Вот. И начали тоже отходить, и это уже 8 число. И 8 сентября я нарываюсь на блокпост, когда уже отходил на ВСУ. Вы один? Нет. Сколько вас было? У нас, ну, сколько там на машине? Человек 15, наверное, точно было. А, вы на машине передвигались? Да. И куда это вы ехали? Мы уже уезжали на границу. А, вы снова уже решили покинуть эту территорию? А что за машина была? БМД-4. Угу. А почему решили покинуть территорию? Ну, потому что 11-й армейский корпус вышел почти в полном составе. Приказ был такой? Ну, нам уже по станции сказали, все, отходим. Понял.
И вы решили отходить. Да, И человек 15 вы выезжаете на блокпост украинский. да. А на блокпосту что происходило? Вас обстреляли? Или как? Нас, да, обстреляли. Первое ранение я получил от ВОГа в спину осколками. Второе получаю с 5,45 в грудь и потом в ногу Мгм. ранение. Вас ранило и в спину, и до сих пор у вас загипсована нога, Да. вы с костылями. Вам предоставили медицинскую помощь? Ну, да, сказали, что на колено требуется операция, но ее здесь делать не будут. Сложная операция. Сложная операция. Сложная операция, да. Ну, здесь можно просто взять то, что никто браться не хочет, потому что потом будет, это между врачами, наверное, как-то там. Ну, судя по всему, никто не может гарантировать исход. Да, Следовательно, никто не хочет, чтобы к ним предъявлялись претензии. да, Тем более тут на международном уровне начнется рассказ, а почему ты взялся, зачем ты взялся, если ты не знал. да. Поэтому они Да. не берутся. Поэтому Нет, не в целом берутся. я имею в виду. Вам А в предоставили целом, да, медицинскую мне оказали медицинскую помощь. Мгм. Понял. Ну, давайте, что ли, позвоним домой вам. Вот хочу спросить у вашей супруги, зачем она вас отправила людей убивать. Интересно. Алло. Добрый день, меня зовут Владимир, Здравствуйте. я журналист. Значит, вы хотите поговорить с супругом со своим? Хочу. Разговор под запись и для публикации. Услышали? Все, Хорошо. передаю трубочку. Привет, Привет, мой родной. как вы? Потихоньку. Ты как себя чувствуешь? Нормально. Как ранения твои? Ну, грудь, спина зажила, нога, соответственно, операция нужна. А какая нога? Левая, Угу. А что конкретно с ногой? сустав коленный. У нас при подключении. Это. Алло. Да, Кость, там что-то пропало что-то. Да, Пропала связь. У нас ракеты Вообще будут, помощь ребята. Всякого. была какая-то оказана? Да, была. Угу. Хорошо. Но операция тебе еще нужна, правильно? Конечно, да. То есть операции там Нет, не было, да? нет. Поняла. Как, Кирюшка? Ничего, скучает. Все по тебе скучаем, ждем. Надеемся на скорейший обмен. Тоже надеюсь. Угу. Тяжело было включить списки, но мы все для этого сделали достаточно быстро и сразу. Теперь ждем. Ну, здесь надо, чтобы Россия меня именно запросила. Угу. Мама в курсе? Кость, да, слушаю тебя. Я говорю, мама в курсе моя? Нет, До сих пор? позвоню, скажу сегодня. Хорошо. Отец там что? Приезжали. Приезжали? Да. Ну, хорошо. Можно вопрос? Я сейчас вам передам трубочку, вы еще договорите. Можно вопрос вам? Скажите, если бы вашего мужа убили здесь, как бы вы себе объясняли это? Почему, зачем, ради чего? Тяжело ответить на этот вопрос. Ну давайте попробуем.
Ну вот ваш муж поехал сюда, в Украину, убивать украинцев. Так? Ну так или не так? Что, давайте проще. Зачем вообще россияне едут убивать украинцев? Правда. Не услышал, извините, связь обрывалась. Алло, алло. Да-да-да. Говорю, зачем россияне едут вот в Украину убивать украинцев? Ну вот, как вы это понимаете? Не знаете. Ну, просто странно, знаете, такое впечатление. Действий. Очень жаль, что вообще это случилось. Вы не поддерживаете СВО? Да. Да-да-да, связь оборвалась. Плоховатая связь. Ладно, договаривайте, я нормально не пообщаюсь. Алло. Ну, говорите пока-пока, потому что... Ладно, давайте это... Кость, ну говори хоть что-нибудь, скажи еще. Связь, он прерывается. Как бы, ну, отношения нормальные. Вот. Кормят 3 раза в день. Давайте отправим голосовое сообщение проще. Отправьте просто голосовое, скажите все, что вы хотите сказать. Так все нормально. Кормят 3 раза. Как бы перевязывают. Вот. Где вы конкретно говорить не нужно? Вот. Так что все нормально. Надеемся уже на скорейший обмен. Все, давайте. Может быть, вы ответите на этот вопрос? Почему россияне идут убивать украинцев? Что мы можем сделать? Ну, убивать это, ну, как-то сказано прям очень жестоко, Это конечно. сказано вот так конкретно, знаете? Ну, вот, все идут не убивать, а выполнять задачу, которую перед ними поставило, ну, государство. Идем дальше. Какая задача поставлена? Сейчас, на данный момент, я так понимаю, уже освободить Луганскую и Донецкую республики. Зачем их освобождать, если они и так де-факто были под контролем России все это время? Ну, границы областей как бы взять. Ну, А Запорожская здесь причем и Херсонская в таком случае? ну, раньше до этого мы обсуждали это на отрезать от моря, как бы, Да. более стратегический ход. Да. Вот. При отрезании от моря стратегический ход. Идут боевые столкновения? Ну, скорее всего, идут. Украинцы гибнут? Военнослужащие ВСУ, я думаю. А будут не военнослужащие что, не гибнут? От артиллерийских ударов, обстрелов? От ракетных ударов не гибнут? гибнут. Ну, так зачем россияне убивают украинцев? Ну, это же не солдат с автоматом убивает, как бы. Это, Да, и солдат с автоматом тоже. вот. Но ракеты больше. Но ракета, она тоже не сама по себе. Ну, понятно, не вылетела. сама по себе она, конечно, летит. Вот. Я тоже задавался этим вопросом, зачем. Ну, наверное, только в России я узнаю, для чего и зачем это Нет, ну, делалось. смотрите, вы же не... Сейчас голосовые дам вам послушать от жены. Вы же не это самое, не какое-то пустопорожнее нечто. Вы же человек. Да. У вас же есть, вы же можете рассуждать, правильно? Да. Почему вы так все время, это в России могут решить, это кто-то там где-то может решить? Я же жену спрашивал, а если бы вы погибли? За что? Ради чего?
Ради интереса государства. А в чем интерес? В чем интерес вашего государства? Ну, давайте. У вас земли мало, Да нет, достаточно. у вас населения мало на этот коэффициент. Да. Очень причем мало. Да. Что вам мешает как бы жить там, развиваться, строить себе какую-то нормальную жизнь? А Украина вам мешает? Да нет, Украины, мне лично Украина не Ну, мешала. вот я тоже думаю. Я тут общался с людьми, которые за 8-9 тысяч километров сюда приехали и прилетели. Они вообще о Украине очень такое призрачное представление имели. Не, ну хочу понять цели. Вот цели вы говорите. Ради цели государства. Какая же у вашего государства цель? Знаете, сколько погибших россиян уже на данный момент? Ну, по радио говорили уже 83 тысячи. по-моему. 85 Ну, тысяч. Какая была у них у всех цель? Хорошо. Цели меняются как-то очень загадочным образом в зависимости от того, вас бьют или вас не бьют. Вы уж извините, но это факт просто. Сначала была цель захватить вообще всю Украину и Киев. В частности, задача у вас такая была. Захватить Киев, а это и есть захват всей Украины. Выбили. да, убили. Выбили. Дальше с Киевом не прошло, с Черниговом не прошло, с Харьковом не прошло, с Сумами не прошло. Дальше. Раз цель как-то изменилась. Теперь цель, как вы говорите, освободить какие-то там территории. Территории под контролем России эти были, как и Крым, начиная с 2014 года фактически. Ну, границы-то областей Луганской и Донецкой были же под контролем ВСУ. Да, поэтому правильно. Если верить Северодонецк, логике, Лисичанск. это да, же- если верить вашей логике, то тогда нужно было вам заходить с самого начала в Донецкую, Луганскую область и брать под контроль всей этой армадой более 200 тысяч человек армии российской, подготовленной. Конкретно под контроль вот эти вот области, эти границы. Но вы же этого не сделали. Ну, эту операцию уже разрабатывались высшие штабы. А мы всего лишь просто выполняли приказ, который нам давали. Мгм, Вот. И шли. мгм. Выполняли задачу свою, да, которую поставили перед, высший штаб перед нами. Да нет, это как раз таки все понятно. Ваш высший штаб, да, я перебил вас. А цели именно еще как бы информационно, то есть были отрезаны, как бы, Ну, это тоже все известно. вот. И как бы, то, что приходило там на политические, эти заместители по военно-политической работе, что там листовки давали, там новости, не новости и так далее. Ну, это все можно напечатать, понятно, просто с головы просто Конечно. взять и Как все. и результаты референдумов можно напечатать. Можно 100 человек собрать, раздать им флажки, показать, что вот все в Луганске за Россию. Или в Донецке. Мы, соответственно, просто были информационно голодные, грубо говоря. Понятно. Информационный голод. Понятно. С чего вы взяли вдруг, что жители Украины хотят, чтобы их кто-то отрезал или освобождал? Это же говорилось и по нашему телевидению, по радио и так далее, что Луганский, Донецкий, там, еще с 2014 года как-то отошли, так их... Хорошо, говорилось по радио. Идем дальше. Херсон. Признали российским? Вот этого я сейчас уже Признали не в российским курсе. Херсон. Признали российским. Уж мне поверьте. Тот, кто будет смотреть, он знает, что я говорю правду. Признали. Зашли в ВСУ, выбили из Херсона. Что дальше? Он перестал быть российским или он все еще российский? Как понять? Наверное, стал украинским, если с Херсона выбили.
Ну, Да. поскольку я владею информацией, только, получается, левый или правый берег только освободили. Никакого левого берега Херсона нет. Выход за левый берег, это означает выход из Херсона. А в остальном там наши, ну, как бы войска сели в оборону, поэтому там и сидят. Правильно. Ваши войска были в Херсоне. Херсон якобы признали российским. Их выбивают, ваши войска уходят. Херсон российский? Получается, что нет. То есть получается, что Россия заканчивается там, где россияне получили пизду. Я уж не знаю, как просто это еще проще объяснить. Вот там, где выгребли, там не Россия. Там, где еще не выгребли, там все Россия. Так? Ну, нет, если референдум прошел по области, почему? В Значит, Херсоне прошел референдум. значит, он еще российским считается. Все-таки Россия. Ну да. Понял. Ну, в стране в нашей, наверное, так считают. В стране вашей, наверное, так считают, я не знаю. А по поводу результатов этих референдумов? Ну, я не в курсе результатов этого. Нет, ну в референдума. Херсоне рисовали 95%. Из Херсона после выхода российских войск выехало несколько тысяч человек. Пусть даже несколько десятков тысяч человек. Сотни тысяч херсонцев остались у себя дома и радостно встречали вооруженные силы Украины. Где этих 95%? Объясните мне. Не знаю, наверное, нарисованы, скорее всего. Вот. Наверное, нарисованы. Так чего же стоят эти референдумы? Ну, получается, ничего не стоит они. Хорошо. Можно ли вообще считать легитимным референдум, который проводится под дулами автоматов? Ну, под дулами автоматов, ну, это... Я опять очень резко, да, выражаюсь. Да, Ну, как-то. давайте менее резко. Заходят в Белгород вооруженные силы Украины. Берут этот город под контроль. Инициируют там референдум. Приезжаю я. Снимаю на телефон 100 человек с украинскими флагами, которых мы им же и раздали час назад. Получается красочная, яркая, радостная картинка. Белгород присоединяется к Украине. Это под дулами автоматов или нет? Или это все само собой так произошло? Ну, это, скорее всего, произошло просто как бы для картинки, ну, для Да. этого. Ну, да. Ну, Почему вы думаете, что так не произошло в Луганске и в Донецке? ну, потому что сами граждане, ну, говорят о том, что сами захотели. Да, сами граждане говорят, что они сами захотели. Некоторые из них. Точно так же некоторые граждане Белгорода могут захотеть. А некоторые граждане города Итуруп, возможно, спят и видят, когда они уже окажутся в Японии. А Япония, в свою очередь, вообще считает этот остров японским. Но только то, что некоторые граждане Луганска говорят, что они сами захотели, не делает этот город российским. Потому что из этих регионов выехало 3 миллиона человек. С началом российского вторжения в 2014 году. 3 миллиона человек. Их мнение никого не интересует. 3 миллиона выехало в стране, ну, внутри страны, получается. И в неоккупированную часть Украины выехала часть. И в Европу выехала часть. И в Россию выехала часть. Какая разница? Почему мы должны это все считать? Ну, те, кто остались, соответственно, на территории, те, те, наверное, как-то имеют право голоса. Нет? А те, которые изначально хотели остаться на территории и хотели, чтобы Луганск был украинским и Донецк был украинским, выходили на митинги, где их забивали ногами граждане, которых ранее привезли из России, что зафиксировано на видео. У меня к каждому видео ссылочка прикреплена. Видео так и называется «8 лет». Хронология событий. Это и были первые жертвы на Донбассе. Украинские люди, которые вышли против всяких ЛНР и ДНР, которых просто там забивали насмерть. Они имели право или нет? Еще раз. Там, где Россия силой может что-то показать,
вот там, по вашему мнению, и Россия. А там, где ее силой выбили, там она взяла и закончилась. Все, что вы пытаетесь аргументировать или обосновывать, это все право силы называется. Идем дальше. Российско-чеченская война. Первое. Знаете что-то о ней? Читали, может быть? Ну, в курсе, да. Сколько в Чечне населения? Ну, сейчас, Ну, примерно. Ну, миллион. ну, где-то, да, около миллиона. Очень грубо возьмем. Миллион. Вы представляете, что на протяжении 2 лет вот эта вот маленькая Чечня давала отпор всей российской армии. То есть эта вся Чечня, по сути, должна была встать, взять в руки оружие и воевать с российской армией. И первая российско-чеченская война, как вы знаете, закончилась победой Чечни. Так? Ну, Так. Что же вам не интересно мнение чеченцев, которые хотели свободно и независимо жить? Без всяких референдумов. не знаю, как ответить на этот вопрос. Видите, как у вас все, оно как-то с одной стороны, знаете, получается. Ну, здесь Вот в Луганске, в Донецке, вот вы увидели эту картинку, как она вам удобна? Ну, сами же жители говорят. Конечно. А в Чечне, что сами же жители всей страной воевали, чтобы независимо жить свободно. Это вы как-то, так получилось. И в Херсоне вы бы тоже думали, что все хотят, что все в Россию хотят. Тут приходят ВСУ, люди в банках откапывают флаги украинские, которые они закопали, когда вы зашли. Разворачивают и со слезами встречают наших воинов. Последние, сами все холодные, последние достают и несут для того, чтобы поделиться нашими бойцами. У России уже нет. Что-то у вас как-то вот странно, вот, понимаете, все это происходит. А казалось бы, у вас есть своя себе страна. да. Живите, стройте, газифицируйте ее всю. Потому что россияне очень любят рассказывать, потому что Европа замерзнет. Европа не замерзнет. От вашего газа сейчас все отказываются. Казалось бы, торгуйте, у вас куча ресурсов. Себе делаете хорошо, зарабатывайте. Нет, надо обязательно сунуться в Украину с войной. Никто и никогда не объяснит, зачем. Ну, это мы узнаем через некоторое время, только пройдут годы, Да. и что-то может быть... Да, у вас пройдут годы, а мы уже знаем, что у вас во главе вашего государства сидит один шизофреник, который просто тупо решил, что вот так вот он хочет стать этим самым собирателем земель, этим завоевателем, или, там, не знаю, с кем он себя сравнивает, что он себе там в своих шизофренических мечтах намнил. И все то, и ваша история как раз это идеально отражает. Захватить что-то там в Киеве, короче, захватить Киев. Вот была мысль. С Киевом не получилось, с Черниговым не получилось, с Харьковом не получилось, с Сумами не получилось, ни с чем не получилось. Теперь уцепились за Луганскую и Донецкую область, которая и так де-факто была у вас под контролем. Офигеть. Только вот вопрос, если была такая защита русскоязычного населения, что само по себе бред, потому что у нас никогда не было проблем с языковым вопросом, за исключением каких-то локальных случаев, которые вам крутили 24/7 по кругу. Вот мы с вами по-русски разговариваем? Да. Тут по-русски разговаривают, скажите? Да. Вот в СИЗО находитесь. Разговаривают? Никто же никого не бегает, не притесняет вроде бы. Нет. Ну, видите, и не притеснял. Да? Что это за защита русскоязычного населения такого, когда на протяжении вот уже 9 месяцев обстреливают русскоязычный город Харьков? Ракетами, артиллерией. Сейчас их, конечно, отодвинули немножко с Харьковской области, то это чуть-чуть попустилось, потому что дальнобойных ракет не так много. А пока они стояли вблизи Харькова, вы стояли вблизи Харькова, вы обстреливали Харьков постоянно. Что вы хотите сказать, не обстреливали? Лично наши подразделения? Да, ваши. Нет. У вас были артиллерийские какие-то системы? Да.
И все, и они стояли, никуда не стреляли. 7-12 километров. Да, и они никуда не стреляли. Ну, где мы заходили, ну, пытались зайти, Да. где мы сталкивались с ВСУ, там, может, ну, они и работали. Ну, они работали, да. На какое это расстояние от Харькова было? Это Изюм. Ну, Изюм, правильно. Ну, на север мы шли, на Да, Краматорск. на север. Ну, вот. Ну, и куда они работали? Вы знаете, куда они работали? Ну, это уже задача не моя. Это задача не ваша. Да. Харьков, а я вам могу показать район Северной Салтовки, Харьков. Ну, по В Харькову, котором дома, по Харькову дома наши нет. машины не будут работать, потому что это далеко. Ну, это далеко. Так я понял, есть другие города. Я не говорю, что именно ваши работали именно по Харькову. Ну, вы же мне задали вопрос, Я ваше понял. подразделение. Ваши не работало. Другие работали. Какая разница? Ну, Суть-то не в этом. ракетные войска, да, работали, это очевидно по и докладам Коношенко и так далее. Коношенко. Коношенко первых 2 месяца рассказывал, потерь нет. 1,5. Потерь нет и все. Все по плану, потерь нет. А вот вы рассказываете, ну, как минимум про 70 человек потерь, конкретно в вашем подразделении. Да. И все рассказывают. И 500 интервью на моем канале с первых дней войны. Все рассказывают. И если пролистать эти интервью, то будет очевидно, что правда как раз таки в этих интервью, а не в том, что говорит Коношенко. Как вот не крути. Просто садишься, слушаешь, и все вам рассказывают люди, которые непосредственно брали участие за март. Что происходило в марте? Апрель. И так все любые месяцы. А не то, что говорил Коношенко. Так зачем бить по русскоязычному Харькову, если вы защищаете русскоязычных? Что за тактика защиты такая? Это новая. Не знаю, не могу ответить на этот вопрос, потому что, ну нет у меня слов. Ну, понятно, просто. потому что его и нет, этого ответа вообще. Да. Его не существует. Что там ваша жена вам отправила? Давайте послушаем. Кость, мы тебя все очень любим, ждем. Спасибо, что дали выйти на связь моему мужу. Все будет хорошо. Мы с тобой. Жалко то, что связь не очень была, не удалось нормально поговорить. А знаете, почему связь не очень? Ну, потому что бьют по инфраструктуре. Браво! Вот тут браво. Даже ничего говорить не пришлось. Ну, в новостях, потому что постоянно говорят, ну, слышно же. Они хотят оставить Украину без света, без Свет, тепла. связи. Ну, это стратегически, может, с одной стороны, это, ну, как наши начальники считают, это может быть и правильно. Мгм. Вот. Как бы измором брать. Мгм. Вот. Ну, Они чуть не понимают, кто такие украинцы и что они на данный момент чувствуют. Мы уже готовы без воды, без света и без тепла просто, я не знаю, на улице сидеть, вот так вот, обложиться чем-нибудь, костры полить, просто чтобы не видеть вас, не слышать вообще, и никогда больше в жизни не соприкасаться с вот этим вот непонятным явлением, такой под названием Россия. Которая шлет, я еще раз говорю, на протяжении 9 месяцев к нам. Не только ракеты по всей инфраструктуре и по всем городам. Они же еще и косые, эти ракеты, понимаете? Они могут бить в инфраструктуру, они хотят попасть в какую-то ТЭЦ, а до этого попадут 10 раз по жилым домам. И это происходит. Со всех сторон, со всех направлений прут танки, ракеты, армады. И я сижу с российским офицером, пытаюсь спросить про цель, он говорит, ну цель, была такая цель. Выбили, уже теперь другая цель, выбили, третья цель, выбили. Защищаем Луганск, завтра забираем Луганск. Получается, что Луганск не такой уже русский был, получается. Значит, ну вот как-то так, понимаете? Херсон тут был русский, тут уже какой-то не очень такой уже он и русский, как бы. Не сильно и надо было, не очень-то и хотелось, знаете. Ну вот какая-то такая история. В целом вот... Что вы могли бы передать просто россиянам, таким как вы,
Им стоит идти воевать, не стоит им идти воевать? Да я думаю, не стоит идти воевать, потому что здесь уже непонятно, какие интересы, чьи и так далее. Вот. Как же ж непонятно. Ну как же ж непонятно, если изначально по вашей же истории, вот чем она хороша, ваша история, что из вашей истории-то понятно, что Киев пытались взять. А на Пытались. данный момент получилась такая история, что там усрались, там усрались, там усрались. А теперь этому шизофренику надо как-то сохранить лицо. Ну хоть как-то, чтобы хоть что-то показать. Ну вот хоть как-то обосновать цели того, что происходит на данный момент. Потому что 85 тысяч трупов, это даже для России не шутки. Не шутки. Потеря всего, я не знаю, уже более половины вообще военного потенциала России, это как бы не шутки. И это надо как-то обосновывать. И, соответственно, надо как-то ему сохранить лицо. И будут гибнуть, и гибнуть, и гибнуть еще ваши люди. Просто ради одного того, чтобы как-то сохранить лицо одному человеку. И его рейтинг. Все, больше. Я пока что не вижу. Или, может быть, вы мне объясните, как сработала демилитаризация. Окей. Ну, делимитаризация должна была пройти, я так понимаю, с захватом Киева, соответственно, и Так. чтобы военнослужащие ВСУ сложили оружие и так далее, когда уже столица будет Так. под контролем. Не, это понятно, что если был бы захват Киева, то сразу же одним махом обосновались бы все, вообще любые просто цели, что угодно можно говорить. Самое главное, что парад, балалайка, медведь, матрешка. Все. То есть перемога. Все, ясно. Не получилось. Демилитаризация – это разоружение. Да. Я не говорю, что там он себе думал. По факту, как это сработало. Тоже никак. Не смогли мы. Не, как это? Это сработало. Весь мир предоставляет нам оружие. То, И что неплохое. весь мир поставляет оружие, это, да, согласен, помощь идет с Европы, с Америки. Да, не так активно и не в таких количествах, как и хотелось бы, конечно. Могли бы сразу бы поставить все то, что нужно, и можно было бы это быстрее закончить. Но как дают, так дают. На том спасибо. Вот. Но только это не демилитаризация. Это милитаризация. Это уже, да, пошла, то есть в обратную сторону. Да. Вот. Короче, не сработало. Не сработало. Что, не сработало, никак. Что такое ленд-лиз? Я так понимаю, как бы оружие за долг или как? Я не знаю, как это правильно не называется. за долг. Оружие безвозмездно предоставляется. Вот, значит, оружие. Вот вам дают танк. На тебе танк. Ты за него ничего не должен. Но если война прошла, у тебя танк остался, да, ты можешь его либо отдать, либо за него заплатить. Понимаете, да? Да, я понял. То есть, по сути, ни к чему не обязывает. Это первый случай ленд-лиза в истории? Наверное, нет. Вы помните еще какие-то случаи предоставления? Скорее всего, США, когда Германия поставляла во Вторую мировую войну. Не, старший лейтенант? Да. Высшее образование. Да. США поставляла в рамках ленд-лиза помощь Союзу Советских Социалистических Республик. Но это когда уже пошло переломный момент в истории войны. 43-44 год. Так. Тогда Америка стала уже и на нашу сторону, да. Так. А сначала Америка была на стороне Германии? Я считаю, что да. В чем это выражалось? Скорее всего, материально, наверное, они помогали, и также и техника, и так далее. Да и не помогали. Может, вы Германию того времени с Англией перепутали? С Британией. Короче, вы это самое, там потом захотите, поинтересуйтесь. Пример ленд-лиза – это помощь Штатам для СССР во Второй мировой войне. Почему Штаты предоставили ленд-лиз СССР?
Не знаю, может, какая-то... Не, давайте не брать конспирологию какую-то там, вот это все. Все очень просто. Германия в тот момент была признана агрессором. Ну да. И в защите от агрессора предоставлялся ленд-лиз. Сейчас ровно та же самая ситуация. Россия Видите, снова свет. Россия агрессор. И ленд-лиз предоставляется Украине. Точно так же, как тогда предоставлялся СССР. Ничего удивительного. Вообще. Хорошо. Денацификация. Ну, с демилитаризацией решили, да? Просто понятно. С точностью да наоборот. Второе, что говорил ваш человек, которого вы называете своим президентом. Денацификация. Что имеется в виду и кто это такие? Где? В частности, вы видели ли много нацистов? И как они выглядели? Нет, не видел. Нацистов не видел. Вы провоевали Да. почти полгода. Да. Нацистов не видели. Нет. Вы в плену Да. около 2 месяцев. Больше 2 месяцев. Больше 2 месяцев. Нацистов не видели. Внимание, вопрос. Кого имел в виду ваш человек, которого вы называете президентом? Не знаю, кого он имел в виду. Нет, может быть, каких-то футбольных ультрас? Ну, там есть люди со всякими татуировками, все такое прочее. У нас есть, у вас есть. Вообще в разных странах есть. Может быть, и это он имел в виду. Вот. Ну, как вы понимаете, вторая задача, которая касается денацификации, она в принципе невыполнима, просто потому что мы не видим объекта. Да. А первая работает с точностью да наоборот. Как вы думаете, Зеленский еврей по происхождению, он нацист? Нет. Нет. А почему у вас изначально все время использовали слово «киевский режим», рассказывали о том, что Зеленский вообще не субъектен, клоун и наркоман, а в последнее время постоянно просят переговоров с Киевом. Уже не с режимом. И уже не нацистский режим, как это было в первые дни войны, как у вас кричали по телевизору, а уже украинская сторона, украинские партнеры. Что изменилось? Что такое? Ну, изменилось то, что не получается, поэтому... Знаете, я уже матерился сегодня по ходу этого видео, второй раз могу уже. Потому что получили. Вот и все. Ну, Просто у нас уже они... Это уже цитата классика. Так или не так? Ну, был же клоун, наркоман, режим киевский. Обращался Путин к ВСУ, что сложите оружие, мы с вами договоримся, а тех всех захватим, перехватим. Вообще никакого уважения минимального не было. Сколько пафоса было в этой его речи первой, которая 23 февраля, как он сидел. Мы объявляем денацификацию, демилитаризацию. Мы вам покажем, что такое декоммунизация. Сейчас что-то, я не знаю, вчера индюшатню открыл. Показать вам? Он вчера собрал огромное совещание, такое видеоконференцию, индюшатню открывал. Знаете, вы там Америку не любите и все такое. Я не помню, чтобы Байден или там Обама или кто-то еще из американских президентов пафосно открывал индюшатню. Про Херсон он не сказал ни одного слова вообще. Ну что такое? Признали же русским городом российским. Вызвали этого Сальда, гауляйтера. Они ж там бравировали, ходили. Ну там Сальда, Чепушилин, Пенис Душилин, в общем, все вот эти, я их не помню, как их там зовут. Гауляйтеры. Бравировали там ходили. Тут раз Херсон
Раз и вернулся в Украину. Ни одного слова. Потому что получили пизды. Вот и все. Можете от себя что-нибудь добавить? Я уже вообще ничего не говорю. Да, мне добавлять нечего, я не политик, я исполнитель, вот, поэтому шли мы, выполняли приказ, а дальше, ну, Знаете, что есть такая штука, как преступный приказ? есть. Но. Так вы же исполняли преступный приказ. Мирных жителей я не расстреливал, а пересечение Да. границы с оружием, Что? ну, да, это вторжение, Но. да, это тоже преступный приказ. Да. Ну, Ну, тупо преступный приказ. У вас прописано это в уставе. Вот этой херни, типа, что приказ сначала обсуждается, потом выполняется, там этого нет. А вот про преступный приказ, это чисто разговорная история. А вот про преступный приказ там четко у вас в уставе написано. И что? ну, в уставе у нас почему написано, что нужно сначала выполнить приказ, а потом ты его можешь обжаловать. Ну, я спорить не буду, у меня нет устава. Но я точно знаю, что написано, я видел, что написано, что преступный приказ можешь не выполнять. Но вы же как бы не задумываетесь, преступный это приказ или не преступный. Пока вы можете, колонна БТГР, 250 миллионов танков идет, силища. И, наверное, когда идешь в колонне такой силищи, ты и представить себе не можешь, что это все скоро превратится в обожженный металлолом, а твои товарищи частично распадутся на молекулы. Но это так происходит. Просто я пытаюсь понять, ну вот вы все, это от меня не зависит, это зависит от того, это зависит от этого. Вы индивидуально не мыслите? Ну индивидуально. Ну, почему мыслим индивидуально? Ну, вот мне это не нужно. Или мне это нужно для того-то. А вот этого я делать не буду, потому что это неправильно. Судя по всему, вы так не мыслите. Ну, мы А мыслим, потом, когда вы почему, попадаете уже в вот эту вот в тупиковую ситуацию, выход один. Там все знают. Я не в курсах. Хорошо. Вопрос последний. Еще раз бы пошли, если бы знали все наперед. Нет? Так к чему же тогда эти все? Мы не знали, мы выполняли, мы там не в курсе, нам задачи ставили. Если вы сейчас четко говорите, сразу причем, не думая, еще раз бы не пошел. Значит, можно было подумать и не пойти. Ну вот, это и есть индивидуализм. О чем я говорю. Я понял. Ну, и были такие, которые не шли и отказались. И сейчас есть. Есть те, которые нагибают гриву и идут, а есть те, которые говорят нет. Ладно, передайте россиянам, российским солдатам, им стоит идти или не стоит? Я уже сказал, что не стоит. Не стоит, сказали, все. Заговорился. Все, спасибо.